Всем доброго времени суток, добро пожаловать на канал Таро Гадание Инфо. Спасибо вам за то, что вы со мной, за поддержку канала, за комментарии, лайки и подписки. Кто еще не подписался, пожалуйста, подпишитесь. И не забудьте лайк поставить. Благодарю вас. Тема сегодняшнего расклада. Перемены на пороге. Чего вам ожидать? Для начала делаю вашу сигнификацию. Если резонирует, вы себя узнаете. Умница, красавица, лучшая из лучших. Значит, есть смысл смотреть до конца. Один вариант. Итак, какая вы? Какая девочка пришла на расклад? Ух ты, темпераментная, страстная. Интересно, сейчас будем докладывать. О чем это все? Ох. Угу. Сейчас для чистоты эксперимента уточню. Хотела спросить, вы хитрая лисица? Да нет, у вас наоборот. По карте вода, эмоции, чувства. Тогда это... Чем это лиса? Так, девочки, у меня сирена, но я не буду останавливаться уже. Уточнила специально, потому что лиса тут, да, хитрая лисичка. Спросила, это вы? Нет, это не вы, хитрая лисичка. Может, даже, к сожалению, для вас. Показали вас где-то как заложник ситуации. С чем это связано? Вы людей каких-то. Тут почему-то показан женский коллектив. Ну, может быть, на работе первое, что в голову приходит. У кого-то это коллеги по работе, да, у кого-то люди, с которыми вы там, может, обучались, там чему-то, где-то в каком-то там заведении, да, какие-то, может быть, даже школьные подруги, в принципе, какое-то сообщество женщин, да, вокруг вас, может быть, это даже какие-то, уж не знаю, соседки по какой-то лестничной площадке, да, почему-то показаны мне женщины. Так вот, вы, может быть, даже являлись, ну, как вам сказать, какой-то составной частью этого коллектива. Где-то, может быть, вас принимали в этом коллективе, или вы считали, что вы одна из них, может, разделяете их какие-то взгляды, может быть, у вас были общие какие-то, опять-таки, те же взгляды, убеждения, какие-то интересы общие. Почему я это говорю? Потому что тут мне такие, вот, как я доложила, вы к этим людям испытывали, ну, как минимум, симпатию. Более того, вы считали их, вот тут по карта род дерева, ну, где-то, не то, что там прям родными людьми, но людьми, по крайней мере, которые, извините, не предадут людей, ну, по древу, это прям, ну, которые там одинаковые у вас, ну, прям взгляды на жизнь, знаете, одной крови. Может быть, люди, у которых там моральные какие-то убеждения, взгляды на добро и зло одни и те же, как будто бы доверяли, вот, ну, так сказать, простым человеческим языком, люди, которых вы доверяли, тут прям у кого-то могли быть вхожи в дом, или же эти люди могли. Так вот, тут мне показано, что это люди, вот эти вот женщины, они как хитрые лисички где-то. И вы в чем-то, я же говорю, как стали заложником этой ситуации, могли, ну, где-то пострадать. Это прям какая-то боль. Для женщин это было больно. Не буду тут рассказывать предательство. Тут как-то, в общем, ситуация вся эта к чему сводится? К тому, что сейчас по карте одиночка, скорее всего, вы сознательно, может быть, даже слишком близко никого к себе не подпускаете. Где-то 1000 раз уже, знаете, рамочки, границы выстраиваете, где-то не идете на сближение даже. Если, может быть, даже к вам люди проявляются, а вы так, я не говорю, что вы людей там отпихиваете, но стараетесь как-то больше, девочки, как будто бы вы задумались о своем личном росте, развитии, карта мост. Это вас не остановило там, вот если вы там планировали там кто-то реализоваться, да, там
в карьере там пойти, достигнуть чего-то, у кого-то еще какие-то там, не знаю, бизнес, какие-то проекты, может быть, творчеством занялись. У каждого свое. Это вас не остановило, но это какой-то наложил отпечаток, как будто бы на время, может быть, даже эта часть вас и сформировала, девочки. Это вас ведет к тому, чтобы вы, может, лишний раз задумались о том, что подруги они то есть, то их нет, да, потом у каждой своя личная жизнь, даже если тут не говорим о каких-то предательствах, о том, что ваши пути с ними могут разойтись, будто бы у каждого своя жизнь. И растворяться в ком бы то ни было, даже вот в людях, вот близких, да, вам, где-то, может быть, в мужчине, где-то у кого-то это вообще может проиграться, знаете, родовое дерево, это вообще как будто бы прям сестры, тетки, мама, может быть, ну тут как будто бы, ну я не знаю, мне не хотелось бы это так читать, конечно. Сразу уточнила, эта история сегодня не о мужчине, потому что за мужчину я тоже спросила, потому что тут карта темперамент вас характеризует как женщину, я же повторюсь, страстную, сексуальную женщину, которая где-то, может быть, даже подвержена каким-то, вот тут еще эмоции, вот как будто бы, может быть, можете ярко реагировать на проявления разного спектра. Тут и положительные эмоции, тоже какие-то у вас такие проявления, может быть, будут бурные. Также вы, понятно, что на негатив можете также реагировать. Можете стараться скрывать, не показывать, но внутри это будет буря чувств, эмоций, темперамент. Такая зажигалочка. Больше ничего не буду говорить. Но так вот в этот раз в кои веки, слава богу, на мужчину это не выпала карта. Воздержание. То есть вот к этим хитрым лисам он не имеет никакого отношения. Почему-то мне тут показывают, как будто бы у вас такое, разошлись ваши пути дорожки с каким-то коллективом, с какой-то группой лиц, женщин, которые, может быть, там так и продолжают жить своей жизнью. У них свое видение этого мира. Но почему-то тут я не удивлюсь, если даже вы сознательно, по большому счету, может быть, даже где-то вы и рады, что вы с этими людьми разошлись. Почему-то мне так идет. Опять-таки, эти женщины, я не могу сказать, что они глупые. Почему-то тут по карте сова, знаете, так интересно, как будто бы, не буду говорить, что тут коллективный разум. Ну, вот мне так по этим всем картам просто как будто бы примите это, наверное, как нормальное, да, без какой-то, то, что я там приписываю вам корону на какую-то на голове. Ну, как будто бы вы, может, переросли уже. Этих, нельзя так говорить о людях, да, ну, сообщество это, да, вот у них свое видение мира, может быть, взгляды вообще на жизнь, на взаимоотношения между людьми, между мужчиной и женщиной. Как будто бы вы уже из этого, вам пора давным-давно было выйти из этого круга, поменять, может быть, круг знакомых, близких, вот общение какое-то. Если тут были классные карты, я бы в жизни такое не сказала. А тут это какая-то, вот тут столкнулись вы с какими-то такими, ну, давайте назовем это мини какое-то предательство. Но для вас это было больно, неприятно, назовем это так. Опять-таки, вот почему я говорю, что вам как будто бы уже давным-давно пора было менять этот круг общения, выходить на какой-то более высокий уровень, как минимум фокус на себя больше сдвигать, на свои какие-то там поставленные цели, достижения, увлекаться чем-то новым, может быть, хобби новое, может быть, элементарно знакомство с новыми людьми, да, потому что тут показано, вы как будто бы какой-то промежуток времени, вот, до этого был, до того, как вы сейчас, где вы сейчас находитесь. Вы как в лабиринте каком-то были, и это была стабильность. Тут не в том плане, что стабильность у вас там, материалка стабильная. Если так, дай бог. Тут чуть-чуть другое. Тут как будто бы по лабиринту где-то потеряли себя, где-то могли даже уже начинать сомневаться. А туда ли я иду, той или какой дорогой, а развиваюсь ли я. Вот, и вот как будто бы вот это вот окружение, оно вас, ну, можно сказать, где-то тормозило.
где-то как в лабиринте. Прям такое могло быть у вас ощущение, что вы живете не своей жизнью. Ваша жизнь, ваше какое-то там предназначение, ваши какие-то таланты, там, что вы в себе не раскрываете. Вот как будто бы вы как в болотце каком-то вот застряли, а где-то жизнь ваша настоящая, она идет мимо вас. Вот тут такое, как будто бы для вас это даже вот, почему я говорю, что может быть к лучшему, что так произошло. Вы посмотрели, как люди живут, вы увидели их, может быть, истинные лица, вы увидели, может быть, их реакцию на что-то, в том числе как-то вот на коммуникацию с вами, вот на то, что как будто бы они могли, как будто бы чуть ли не все, ну не все, не буду так говорить, ну тут несколько хотя бы, да, вот как будто человек, вот стать как в противовес вам. Могли вот где-то вы увидеть, что я не хочу жить так, как они, я не хочу их разделять точку зрения. Тут желание где-то вырваться, и оно тут не совсем по вашей воле, вы как будто бы вырываетесь, вы выходите на новый уровень. Тут где-то вам этого волшебного пенделя дали, даже через разрыв взаимоотношений с ними, через какие-то, может быть, провокации, через очень некрасивую какую-то историю. Через какую-то историю, где какой-то, знаете, осадочек остался, вот такое вот какое-то послевкусие от общения с этими людьми, от, может, попыток выстроить более-менее нормальные отношения, а не получилось. Почему-то с их стороны вот эта хитрость мне, ну, тут, скорее всего, попытки где-то с их стороны или занять нейтральную какую-то такую позицию, ну, или каждый там на своем настоял, у каждого видение мира, у каждого правда у каждого своя, да. Ну, не буду тут дальше тему развивать. Ну, по большому счету, вот как будто бы через какую-то боль вас выпихивают ваше лучшее сегодня и еще лучшее завтра. Может быть, из какой-то вашей там типа мнимой зоны комфорта, хотя по лабиринту там как будто бы были уже потеряны ориентиры какие-то, и, может быть, даже ручки опускались, и вообще неверие в себя какое-то уже. Такое вот, что-то. Ну, мне сегодня такое показали. Так, давайте же посмотрим, какие же перемены на пороге, чего вам ожидать. Так, чего девочки, которые смотрят этот расклад, ожидать, да? Какие перемены на пороге. Так, перемены на пороге, чего вам ожидать? Перемены на пороге, чего вам ожидать? Так. Перемены на пороге, чего вам ожидать? Перемены на пороге, чего вам ожидать? Итак, начинаем. Так, перемены на пороге, чего вам ожидать? Так, о чем это? Так, у меня тут дети за окном. Ну ничего, дети, это прекрасно. Так, о чем это? Сейчас буду докладывать. Перемены на пороге, чего вам ожидать? Ой, Семен Семенович, ну буду все озвучивать, девочки. Показано у меня вот какой-то период вашей жизни, где там слезки, может, кто лил, кто изо всех сил держался, чтобы не сорваться и не расстроиться. Ну, как будто бы ощущение такое, видите, тут ребенок обиженный и слезы льет. И говорит, да когда же это закончится, как у меня все подзадолбало. Вот этот период сразу, как будто бы, чего ожидать, сменяется. Вот тут по карте эта муза яркая, вдохновляющая, такая какая-то женщина, которая парит на крыльях. Ну, не буду говорить любви, но как будто вдохновение какое-то, энергия, приток этой энергии. Ну, по крайней мере, как будто бы у вас... Знаете, как глоток свежего воздуха, перемены тут идут в лучшую сторону. Но при этом, сейчас буду докладывать, это ж карта, там, где вы, состояние ваше какое-то было, где вы кричали прямо от боли, от разочарования, может быть, в взаимоотношениях.
от разочарования в принципе в людях каких-то, там женщины эти рядом. Сейчас посмотрю, с чем это связано, чего это касается. Сейчас, что так двойственно. Так, чего вам ожидать? Период прошел. Ага. Ну вот радует меня то, что этот период, я лишний раз уточнила, там где вот тут слезки по щекам катятся и ребенка обидели. Тут такой подтекст, девочки, ну как будто бы, ну, вот чистая душа, и вы поверили там, допустим, что прилетит этот волшебник на голубом вертолете. Ну, тут у меня птица за окном, наверное, так лучше будет. Наверное, хорошие перемены на пороге у вас будут. Новости хорошие. Так, ладно. Так вот, может, как будто, знаете, вот поверили во что-то, что вот оно должно случиться. Вот, допустим, у кого-то это поверили там, ну, элементарно, там вот там, с этим мужчиной у меня получится выстроить отношения. Я же прикладываю усилия. Но должно же все случиться. Вот это мое. А оно не сложилось, поэтому так больно. У кого-то это там, не знаю, смена места жительства. Да, опять себе напридумывали, что вот я перееду в другую страну, может быть. И все, вот оно должно как-то завертеться. Раз тут не получалось, тут тоже как-то так могли с этим столкнуться, что ты страну поменяешь, а саму себя с собой возьмешь. Тут кого-то могли быть какие-то непроработанные проблемки, в общем, и вы их с собой взяли. Пример, допустим. У кого-то это смена, опять-таки, работы, да, место работы. То же самое, могли быть надежды такие фееричные, а по факту большой пшик, да. У каждого свое. Но так вот, вот это вот эти вот период какой-то тут такой, где вы искренне, вот как ребенок, я говорю, обижались, там, может, плакали, говорили, да в конце концов, сколько же можно? Вот как будто говорят, период этот заканчивается. Почему? Потому что отчасти он был связан с вашими иллюзиями, с какой-то вашей детскостью, может, недостатком информации, может быть, воспринимали мир окружающих, в том числе вот этих вот там женщин каких-то, как подруг, может быть, слишком идеализировали, потому что иллюзии, слишком, может, по-доброму относились даже к людям, да, как-то так, девочки. Так вот, очищение. Вот это проходит, это радует, что слез тут не будет у нас. В ближайшее время слез не ждать. Вот как будто бы такое вдохновение придет, приток энергии, повторяюсь, желание где-то жить, творить, у кого-то тут прям творчество какое-то. Ну, как минимум, девочки, будет энергия где-то кайф сходить, словить, в каком плане, может быть, даже в парк сходить с подругой, там, листиками пошуршать, вспомнить, как было здорово, и какой-то энергией, может быть, наполниться лишний раз, вот, потому что тут показано, что вы будете, ну, какой-то период, вот после вот этого печального, вы наполняетесь опять этой энергией. Эта карта, она еще карта женщины, которая является музой для мужчин, вдохновением для мужчин, ну и для женщин. То есть с вас многие берут пример. Где-то с вашей внешностью, умение себя подать, умение как-то... Ну, тут как будто бы такая классная, сладкая, так, как я говорю, сильная энергетика. И к вам многие льнут и хотят от вас кусочек даже этой энергетики взять, энергии, для того, чтобы, может быть, и у них так хорошо было. Со стороны тут прям кажется, что у вас прекрасно все, энергия бьет ключом. Нет ни проблем никаких, ничего. Так, спрашиваю, почему вот эта карта, крик, боль какая-то. Ключик земля, болезненно. Так, мои хорошие, тут можете столкнуться, предупреждаю. Вот я эту карту уточняю. Она такая довольно-таки болезненная, эта карта. Да, может быть, знаете, вы тут как воспарите на крыльях, тут как будто перед вами все дороги открываются, там уж не знаю, все прекрасно. А тут аккуратно, потому что элементарно вы как будто бы можете, ну, планки нужно повышать и ставить, и цели, и какие-то задачи. Просто, может быть, вам, как говорят, тут может быть разочарование, потому что если опять слишком будете обнадеживаться по поводу стабильности какой-то, это опять-таки какая-то там, уж не знаю, премия, зарплата, какие-то выплаты, материалка, может быть, надежда на то, что там за какую-то вашу выполненную работу там вам хорошо заплатят. Тут тоже аккуратно. И карта болезни, у кого-то может быть период такой, ну, элементарно приболеете. И оно как будто бы может все вместе вот опять вот сойтись. Я не говорю, что ты там
прям черная полоса, нет, просто как предупреждение для вас. Вот может быть, опять какие-то иллюзии, не впадайте. То есть как кардиограммка идет, аккуратно. Так, тут перемены на пороге, чего ожидать. Девочки, скорее всего, тут по карте влюбленная, карта близнецы. Может быть, у кого, если там есть вот эта влюбленность, при этом ощущение того, что с мужчиной какая-то связь, да, ну, кармическая связь, да, может быть, в плане, вы даже с ним не общаетесь, с этим мужчиной, а вот как ментальная связь, вам кажется, что тут близнецы, это какие-то близнецовые пламена, кармические эти партнеры, одна душа на двоих, ощущение, он тот самый, а с ним, может быть, я же говорю, в плане, на физическом плане, да, извините, тавтология, вы даже не вместе. И тут качели, по влюбленным это всегда выбор. Тут может быть у вас там еще один партнер, у него может быть еще одна там женщина стабильная. Эти качели могут быть. И как будто бы и не можете быть вместе, но вот эта вот связь, она какая-то сохраняется. Так вот, мне почему-то тут идет, что опять могут быть, вот, я считаю, эти страхи, это как может накрывать. Опять вот, когда люди выходят из этих созависимых отношений, и там прям классно, они такие воодушевленные, все хорошо, все я забыла, мне не больно, там даже советуют в это время, когда вы стараетесь друг от друга там быть и стараетесь уходить из этих созависимых отношений, вам прям советы дают, не слушайте вот эти все душещипательные песни там, да, любовная лирика, всякие там, тоже фильмы, тоже предпочтительно смотреть совсем, ну, без этих лирического такого подтекста, там, что-то, ну, ни в коем случае, ну, не типа Титаник, да, ну, я прикалываюсь, ну, девочки, там, где избегать, вот какой-то 3 месяца, вот говорят, вот этого всего нужно избегать, для того, чтобы не было напоминалок, чтобы не было вот возврата в это все, опять-таки, там, вещи этого когда-то близкого для тебя человека тоже подальше убрать, с глаз долой, стараться вообще как будто бы минимизировать общение с этим человеком. Тут у вас как будто бы вот вроде бы получается мне такое. Потом опять может накрывать, уж не знаю, то ли его увидели, то ли кто-то расскажет. И вот какой-то вот такой может быть как возврат. Но меня радует то, что вот по этим картам я так считываю, какой бы он там, ну, не был у вас распрекрасный, или как бы там его там не расхвалили, или опять как будто бы идеализация его не пришла, мне так идет, как будто бы вы можете, у вас уже опора на себя идет, и вы понимаете, что вы можете без него, без этого человека. Лекарство от всех бед, скорее всего, что вы сами можете быть счастливой. Вот так и должно быть, девочки. Так. Да, я спросила, это вы? Да, по отшельнику женщина уже мудрая. Женщина прекрасно осознает, может быть, взвешивает. Не просто там на крыльях любви, там, уже не знаю, сексуальная привязка там какая-то, эмоциональные эти качели. Это все понятно, ясно, потому что по влюбленным это эмоциональные качели. Тут как будто по отшельнику вы уже можете элементарно по полочкам раскладывать и сами себе отвечать на вопрос. Хорошо, любовь любовью, ну что же это за любовь такая, если... там, мы не вместе, или человек причиняет мне боль, или реально наполнения от этих отношений нет. Хорошо, что этот человек дает мне в реальном мире, да, не в моем вымышленном, а в реальном. Он меня уважает, начнем с этого, он меня поддерживает, он заботится обо мне. Какие с его стороны проявления реальные вот такие. И по отшельнику, скорее всего, тут как будто бы может накрыть возврат быть каких-то там, уже не знаю, опять таких эмоций, не очень, может быть, даже хороших. Но в конечном счете тут как будто бы вы успокаиваетесь, может даже это очень быстро все произойдет. По отшельнику очень мудро, и вы выбираете, нет, я на вытянутую ручку, какой он был тут классный не был, я все-таки помню, каким он был. Он разным был, да, скажем так. Ну, как-то так, кого-то даже ну, не обманут. Может, печаль такая, какая-то тоска, как будто бы мысли о том, что ну не получилось, не сложилось, а может быть, а если бы, может быть, там какой-то интерес возникнет. Но потом опять как будто бы четко понимаете, что если в отношения с ним не сложилось, не сложились, да, то ну, идет как будто бы оценка его каких-то не просто вот
там внешних данных, не просто его как личности, да, скажем так, отстраненно, а как будто бы вы попытаетесь для себя разобраться, а что действительно этот мужчина принес в мою жизнь, да. И тут у многих будет такое ощущение печали еще от того, что вы осознаете, что этот мужчина по большому счету вел свою какую-то игру. Ну, в любом случае, свои какие-то потребности он закрывал, а о ваших, мягко говоря, не очень заботился. Кого-то вот этот простой, элементарный, вот такой как будто бы разговор, ну, когда вы сами с собой пообщаетесь, да, до вас, до многих дойдет представление, как будто бы человек перед вами какой-то разорвал представление, его истинного вы так и не узнали. Он как будто бы, ну, представление карта, человек разворачивается к толпе той стороной, которая ему выгодно показывать, да. Тут он может быть каким-то прекрасным, улыбчивым, радушным, отыгрывать какие-то сценарии. А той стороной, вот, кстати, тут сторона, где у этого человека монеты висят на поясе. То есть тут тоже такой подтекст, девочки. Человек себе хуже не сделает. Может, и прав. Но тут как будто бы человек мог использовать. Тут общественное мнение может манипулировать, может в отношениях с вами тоже какие-то манипуляции. Тут вот что-то такое, вот как будто бы вот вы, может, это осознаете. От этого отчасти это печаль. У кого-то карта ответственность, может быть, тоже придет осознание того, что у человека своя жизнь, он несет вот этот груз ответственности, и он сам выбрал этот путь. Как будто бы человек сам решает, за кого нести эту ответственность, да, мягко говоря, а кому просто то ли обещать, то ли просто вот эту игру какую-то играть. Тоже вот такой какой-то подтекст этой ответственности. А у кого-то придет осознание того, что вы тоже несете ответственность за свою жизнь, девочки. Вы обязаны быть счастливы. Тут без привязки к какому-либо мужчине. Тоже такое может быть. Так, давайте все-таки посмотрим, чего ожидать. Ответственность. Ну вот, эта история даже больше о вас, карта воительница. Лишний раз может вам повод задуматься о своих этих рамках, границах. Но не нужно, может быть, вторые шансы даже давать тому мужчине, который принес вам боль, где-то обесценил вас, где-то заставил сомневаться в собственном, не знаю, даже сомневаться в себе, девочки, как женщине, как человеке, как личности. Вот это, и тут Остапа понесло. Сейчас вам расскажу. Так, о чем это? Печаль, о чем это? Опять двойственно. Вот не буду все на этого мужчину наговаривать, потому что не бывает прям плохих мужчин, не бывает прям плохих женщин. Тут история, смотрите, печаль. У кого-то может накрывать вот это вот ощущение печали, высшее я и карта книга. Скорее всего, девочки, это больше даже о вас. О том, что какие-то вы можете сами там разложить по полочкам и сказать, какие-то шансы упущены, где-то я сама себя обесценила, где-то нужно было сказать, послать его на Луну куда-нибудь, его или каких-то других людей, которые в отношении вас вели себя как-то по-хамски, пытались манипулировать, продавливать, навязывать там свои правила игры. Тут какой-то как будто печаль о том, что почему я многих вещей не замечала. Карта книга, это может быть опять-таки какая-то вам поступит информация, я в том плане, может даже расклады, может быть у кого-то увлечение психологией, может в принципе извне через кого-то придет тут по карте книга, однозначно вы поумнеете. Тут и отшельник об этом говорит, это мудрость, это опыт, это вот это урок, который вы проходите, девочки. Так вот, тут я не буду говорить, что этот мужчина эгоистичный, там нет. В данном случае это история о том, что печаль из-за того, что вы говорите, почему я раньше не прозрела, почему я раньше там каких-то книжек не читала там по психологии, почему мне не попадались, может быть, какие-то люди, которые меня подтолкнут, кто-то может своим примером, да. Тут я вам даже советую, девочки, посмотрите, может, выберите для себя, если это вам нужно, каких-то женщин, именно женщин, которые абсолютно, может быть, не в вашей сфере деятельности. Просто женщины, которые делают себя, которые изо дня в день реализуют свои какие-то там планы,
мечты, идут за этой мечтой. Пусть абсолютно у них, вот, у вас будут разные, повторюсь, еще род деятельности. Не нужно копировать кого-то, у каждого свой путь. Но просто для того, чтобы перед вами был наглядный пример, как люди преодолевают вот эти трудности и достигают там поставленных вот каких-то задач. Мне кажется, в данном вот контексте это уместно тут так как-то читать, считать. Вот чего вам ожидать? Где-то может быть даже ощущение того, что а я все равно чего-то, да, вот пускай там что-то я где-то упустила, где-то профукала, но значит мне было тогда не время этим заняться, я была не готова, может, к тем результатам, а вот сейчас самое время мне. Кому-то тут того же какие-то курсы, какие-то хобби, увлечения, может быть опять-таки смена рода деятельности, смена круг знакомств, да, каких-то, вот общение поменять тоже с кем-то, это тоже очень важно. Это опять-таки как новые энергии. А на мужчину я спросила, а на него тяжелая ноша, тут как будто мужчина остается, тут может быть отчасти ответственность, груз ответственности, и тут на него тоже тяжелая ноша. Заставьте его в покое, пусть он тащит свою тяжелую ношу, каждый делает свой выбор, как-то так. Так, давайте еще я хочу пару карт вытащить. Перемены на пороге. Чего вам ожидать? Ну, больше не буду дальше. Опять мне выходят какие-то страхи, девочки. Ну, понятно, когда мы идем во все новое. Когда для нас, понятно, новое это страшно. Там очень много подводных каких-то камней. В нашем болоте уже, в нашей зоне комфорта, мы все более-менее знаем, какие-то риски более-менее учтены, поэтому там мы стараемся, ну вот сидим в том болоте и все, и стараемся себе говорим, да все не так уж и плохо, у других в 1000 раз хуже, да, как будто бы, хотя подсознательно где-то мысль есть такая, ну кто же мне мешает там планочку повыше поставить? Ну кто же мне мешает там, вот я что-то хочу и идти за этой мечтой? Так вот, я обрадую вас, вот чего вам ожидать. У вас сейчас период такой борьбы с этими страхами. Борьбе с этими страхами и в борьбе с этими страхами. То есть это выход из зоны комфорта. Это опять какие-то мечты, которые, может, шажочки уже вы начинаете предпринимать вот к реализации той самой мечты. И говорят, это ваш путь, это начало вашего пути или середина вашего пути. В любом случае, тут девушка прекрасная несет как лампу, не знаю, свет какой-то излучает. И говорят, это ваш путь. Вот, ну, вот эти вот борьба с этими страхами, это, ну, как будто бы, как это говорят, этого не избежать. Это как, там, уж не знаю, осень пройдет и ни разу не будет какого-то дождя проливного, да, так не бывает. То же самое, ваш путь, это вы по-любому столкнетесь с выходами из этих страхов. Я думаю, что вы все преодолеете. Какой у вас период сейчас? Самое главное, что вы уже знаете, что вам нужно куда-то идти в лучшую жизнь, и вы уже идете, вы уже тут осознанно у меня. Продолжайте мечтать. Перемены на пороге, чего ожидать. Ну, может быть, мечты станут более реальны. Может, вы все больше и больше будете приближаться к этим мечтам. Но вам все равно говорят, продолжайте. Даже самые безумные какие-то мечты, девочки, они имеют свойство исполняться, воплощаться. Все, мои хорошие. Просто нужно еще уметь радоваться, да, воплощению этих наших мечт. Всего вам хорошего. Спасибо огромное за то, что вы со мной. Кому было интересно, полезно, подписывайтесь, ставьте лайки. До новых встреч!